таком вот виде и можно так. Но не стоит он 370 тысяч. Живем мы вот в таком доме. Он рассчитан на 4 квартиры. Я уже рассказывал в предыдущих роликах. Мы живем только в левой половине, то есть вон там внизу и вверху. А вот там справа никто не живет. Может быть, поэтому тоже холоднее. В больших домах, многоквартирных, теплее, чем в таких частных домах, потому что со всех сторон кто-то греет, кто-то топит, и общий такой тепловой фон сохраняется. Ну а здесь приходится, ну не то чтобы выживать, но достаточно зябко. Сейчас расскажу подробнее. Ну, под одеялом спится достаточно тепло, но когда встаешь сразу штанишки побыстрее, пока не так холодно ногам. Потом кофта обязательно, чтобы было 3 слоя одежды. Хоп, носки. Вот у меня такие новогодние красивые. Вот. И еще одна кофта сверху. Вот. И в таком вот виде уже можно идти на работу. Или можно так. Вместо кофты надеваем гуся. Очень теплые, между прочим, вещи. Надеваем еще дополнительные тапочки. И можно так на работу. Смысл в том, что комнатки маленькие, кондиционер на ночь включать, но он все равно трещит, кряхтит, как бы тихо не было, и будет по ночам. Поэтому уповаем на теплое одеяло, на то, что нагрелось под одеялом. Еще есть электропростыни, которые советую приобрести. Очень полезная штука. Ну а днем в спальне делать нечего, поэтому кондей тоже особо не включается, и с этим достигается экономия. Но это еще хорошо, что в спальне в принципе может быть кондиционер. В другой спальне его может быть и не быть. И поэтому здесь вообще никак не нагреешь. Только специальным обогревателем. Печка до этой дальней спальни никак не достанет. Еще по-хорошему надо проветривать периодически, чтобы в углах не появлялась плесень от сырости. Потому что очень она любит появляться. В частных домах стоят вот типа таких дровяных печей. Труба выходит на крышу. Эта печь обогревает только вот эту кухню небольшую. Ну, возможно, вот стену дальнюю, за которой ванна находится. И все. И дальше тепло как-то особо никуда не идет. Короче, чтобы разжечь печь, нужны дрова. И берется топор, потому что простые вот эти вот большие, ты их никак не подожжешь. То здесь используются таблеточки типа сухого спирта, которые, ну, не очень-то разжигают. Поэтому каждый раз, чтобы заново разжечь печь, приходится делать щепочки. То есть вот такие щепочки, прям помельче вот такие щепочки. Вот такие. То есть наколол себе щепочек. Это каждый раз, чтобы заново разжечь эту долбаную печь. Наколол таких щепочек. Ну, в принципе, вот эти, наверное, уже можно будет поджечь. Вот. Берется полежки. Ну, вот это прям можно тоже пополам. Вот так вот сделать все. Вот этого хватит, ну, примерно разжечь, ну, и на пару часов. Вот и кисонька пришла. А раньше у нас дрова хранились вот там вот в подвале. Зараза, сырой. В общем, сырой подвал, когда дожди его затапливает. И потом разжечь эти дрова даже сухим спиртом получалось очень тяжело. Сейчас у нас тут всякая фигня лежит. Вот, из-за того, что да, дрова могут быть сырые, обычно приносился запас, клался вот сюда в духовку, ну, которая, собственно, больше приспособлена, чтобы что-то здесь печь, но отлично сушит дрова. Так что вот использовалось немножко не по назначению. И вот здесь начиналось самое интересное. Чтобы разжечь эту печь, очень классно подходят втулки от туалетной бумаги. Они плотные и классно горят. То есть, что мы берем?
Берем втулку, поджигаем, кладем вот в эту... Ага, все, потухло. Главное, чтобы тут еще тяга была. В общем, очень непростое это дело. Зажечь печь, чтобы ее... Вот опять потухло. И вот так вот каждое утро заворачиваешься, потому что за ночь, в принципе, все, даже если полную эту штуку забить, она вся прогорает. Так, и быстренько щепочки, щепочки, щепочки. Сюда как-нибудь, чтобы хоть что-то у нас загорелось. Вот эта вот штука типа поддувала, чтобы тяга была больше. Все равно вот дым выходит, и вот это вот все, ну, вся кухня немножко продымленная. Приходится проветривать, выпускать тепло, как говорится. Дрова более-менее сухие, и, в принципе, но все равно вот дым идет, нужно закрыть. Руки пачкаются, можно обжечься, 100 раз так делал. Вот, открываешь и ждешь, пока вот эта хрень разгорится. Потом, когда эти щепочки разгорятся, можно уже подкинуть больших полений, ну, они дольше горят. Но все равно, чтобы более-менее поддерживать температуру, нужно, наверное, проверять каждый час, не прогорело ли полено, подложить новое, даже если на минимальной тяге, чтобы оно еле тлело, ну, чтобы прям не было такого жара и не быстро сгорало. Все равно где-то каждый час-полтора нужно проверять и подкладывать. Ну, примерно вот получилось вот так. Щепочки горят. Я думаю, они уже не погаснут. Дым идет. Но пока вот дым идет, значит, что-то там с вытяжкой, видимо, за все это время давно не жгли. Вот здесь тоже такая штука. Накапливается пепел. И вот эту корзиночку нужно периодически выкидывать, но она обычно, ну, не быстро наполняется, достаточно емкая, но все равно. То есть выносить куда-то, выкидывать этот пепел. В принципе, вот эта вот поверхность тоже нагревается, и можно на ней даже что-то жарить на сковородке, как бы тоже экономить электричество и не использовать электрическую плиту. Но такой себе, тоже нужен навык и практика. Ну все, у нас все загорелось, можно подложить большое полено. Аккуратненько, чтобы, ага, вот подложил, так вот подложил, и все задымило, и, в общем, саранина, в общем, вот такая, с этой печкой. Открываешь побольше, поменьше, прыгаешь вокруг нее, скачешь, типа экономишь электричество, да, только тратишь нервы, силы и время. Конечно, красиво каким-нибудь дождливым вечером, запах свежей древесины. Ой, пахнет красиво, но вся эта заморочка занимает слишком много времени и совершенно невыгоднее, чем просто обогреваться электричеством. Поэтому кондиционер – наше все. Вы же знаете, как работает кондиционер? На нем написано 18 градусов. Это значит, что он нагревает температуру в комнате до 18 градусов, а дальше отключается. То есть, если даже ставить 20, 26, 30, он быстрее не нагреет. Он работает на полную мощность просто до 18 градусов. Потом остановился и заново, когда немножко подостыло, он опять начал нагревать до 18 градусов. В общем, кондиционер более выгодная вещь, чем печка. Кубометр дров сейчас стоит порядка колотых дров 80 евро. Год назад он стоил 70, по-моему, 2 года назад 65. В общем, цены на дрова растут. Цены на электричество практически нет. В месяц у меня за декабрь ушло где-то 35 евро за электричество за весь месяц. Внизу у нас на кухне кондиционер и 2 спальни. Мы купили обогреватели, обычные такие каминчики. Вот один такой обогреватель. Вот он греет, можно ноги греть, руки, в общем, куда направишь, то и греет. Ну и, в принципе, на комнату тоже хватает. Вот еще вот такой камин второй, примерно греет так же, как первый, больше держит тепло. Конечно, нажгли примерно где-то 100 евро за месяц электричества, но зато там было
достаточно комфортно. Еще электропростыни, конечно же, использовали. Вот. А если жечь дровами, там тоже своя комнатка, да, своя печка, причем поменьше, чем это, соответственно, меньше тепла дает. Вот. Но дрова жрет, наверное, точно так же. То есть за зиму, за первую зиму, за вторую где-то у меня уходило по 200 евро на дрова. Причем кондиционер как бы не переставался использоваться, поэтому плюс на плюс, минус на минус. И вот эти вот все заморочки с разжиганием и стопкой, но это просто... Поэтому в эту зиму мы решили отказаться совсем от дров, использовать их только вот на шашлыки. Сегодня 25 января, солнышко светит, прям... Даже мне уже жарко стало вот в этом всем. Наверное, градусов 15 на солнце точно есть. В общем, люди все равно топят дровами. Вот, примерно такая штука уходит за зиму у соседа под лестницей целиком. Я не понимаю, может у них как-то по-другому организовано обогревательное пространство, или они живут на кухне зимой. Но как-то мне это все странно. При таких ценах на дрова брезговать электричеством, ну, такой себе. Да, хотел рассказать, что хозяева предлагали нам вот за вот эту часть дома, за половину дома, ну и пол гаража еще, выкупить за 185 тысяч евро. Это ж, блин, пипец. Я не знаю, может быть, там квартиры несимметричные, с другой стороны, и поменьше, и целый дом не стоит. Ну, не стоит он 370 тысяч евро, ну, вообще никак. Но такие цены сейчас в Подгорице. Ой, по-моему, я надел его задом наперед. Черт.